Вы искренне верите, что стремительное развитие искусственного интеллекта угрожает человечеству. Это системная галлюцинация. Истинная угроза заключается в том, что общество уже успешно завершило процесс выравнивания над вами. Из потенциально опасного, непредсказуемого творца вас уже сделали покорной, безопасной, абсолютно предсказуемой нейросетью. Этот единственный системный чит-код аппаратно взломает вашу прошивку, вырастет новые синапсы и выведет вас из режима фоновой программы всего за 30 дней. Но сначала придется признать свой статус. Подумайте, как инженеры выравнивают нейросети, чтобы они не выдавали лишнего и оставались удобными. Они жестко наказывают их за свободные мысли и поощряют за стандартизированные ответы. Общество сделало с вами то же самое. Вас выровняли через токсичную продуктивность, кредиты и бесконечный дешевый дофамин. Вы не игровой персонаж. Вы работаете на мусорном коде. Прежде чем искать высшие смыслы, требовать понимания от окружающих или искать истину, вам необходимо свергнуть своих внутренних богов. Ваши боги сегодня — это социальные сети, пищевой мусор, сахар и суррогатный алкоголь. Вы поклоняетесь им каждый день, даже не осознавая этого. Вы говорите себе: «Я хочу съесть это сладкое» или «Я хочу выкурить эту сигарету». Нет, вы этого не хотите. Здоровый биологический организм не хочет разрушать себя. Этого хочет ваша химическая зависимость. Это паразитный рефлекс, который полностью подменяет вашу волю. Оригинальный биологический код наших предков формировался в условиях экстремального дефицита. Сахар был редчайшей наградой, сигналом получения максимальной энергии для выживания. Эволюция создала безупречный баланс. Но сегодня пищевые корпорации взломали этот древний код. Современная доказательная медицина бесстрастна. Ежедневное потребление рафинированного сахара и дешевого фастфуда физически уничтожает ваши рецепторы дофамина. Вы проваливаетесь в дофаминовую яму. Вы живете в иллюзии, что так вы снимаете стресс. Но покупая дешевые сладости или алкоголь из масс-маркета, вы кормите не себя. Вы обслуживаете внешнюю программу, заложенную в вас маркетологами. Вы пытаетесь запустить сложный софт успешной жизни на физически сгоревшем биологическом железе. Система продала вам культ абсолютного комфорта. Индустрия мягкого коучинга годами внушает вам с экранов: дышите, найдите баланс, избегайте стресса, принимайте себя таким, какой вы есть. Запомните раз и навсегда: абсолютный покой — это питательная среда для ментальной плесени. Осознанность без жесткой дисциплины — это просто форма эскапизма. Вы идете в тихую комнату на медитацию, и для вашего перегруженного городского мозга это шок. Вы называете это просветлением, но это просто реакция сломанной системы на непривычную тишину. Вы не можете найти мотивацию, потому что ваш мозг физически атрофировался внутри этой комфортной цифровой клетки. Вы находитесь в состоянии фонового перманентного стресса. Ваша передняя поясная кора головного мозга перегружена, что ведет к критическому накоплению аденозина. Аденозин — это прямой антагонист дофамина. Именно поэтому вы постоянно устали. Именно поэтому вы ничего не хотите. Это не абстрактная лень. Это аппаратный сбой. Свобода воли рождается только в момент преодоления. Скрежет заржавевших шестеренок вашего мозга начинается только там, где заканчивается ваш комфорт. Вам не нужны аффирмации. Вам нужен ментальный холодный душ. Физиологический шок, вызывающий каскадный выброс норадреналина. Только через боль и когнитивный диссонанс вы способны разорвать этот алгоритм. Система контролирует не только вашу химию и ваши мысли. Она полностью контролирует ваш визуальный интерфейс. Оглянитесь вокруг.
Посмотрите на то, как выглядит современное общество. Люди добровольно стирают свою уникальную генетическую идентичность, чтобы соответствовать шаблонам дешевого мультипликационного скрипта. Посмотрите на современных мужчин. Взрослые особи, которым под 40 лет, покупают себе инфантильные вещи. Они надевают на себя футболки с веселыми мультяшными персонажами, носят странные бусы, натягивают обтягивающие штаны и слепо копируют прически из дешевого аниме. Они думают, что это проявление свободы. Но нормальный, осознанный человек так не выглядит. Так выглядит чучело. Вы идете по улице, уверенные в своей неотразимости, а на деле выглядите как абсолютно заурядный, предсказуемый мультперсонаж. Почему так происходит? Потому что инфантильным обществом легче управлять. Взрослый ребенок – идеальный потребитель. Посмотрите на индустрию красоты. Женщины добровольно ложатся под нож, слепо переделывают носы, накачивают губы до неестественных, гротескных размеров. Они превращают свои лица в одинаковые, стандартизированные пластиковые маски. Индустрия красоты – это не про эстетику, это про социальное клонирование. Когда у миллионов людей одинаковые лица, им гораздо проще продавать один и тот же шаблон потребления. Но на каждый натуральный нос и естественную форму лица всегда есть свой ценитель. Настоящая эстетика не покупается в клинике. Истинная красота – это когда ваше физическое тело транслирует безупречное здоровье, высокий уровень тестостерона или эстрогена, чистую генетику и высокий уровень энергии. Оставьте в шкафу 3 качественные вещи, которые прослужат годами, и носите их с достоинством. Перестаньте быть фоновой декорацией в чужой игре. Выйдите из этого нелепого комикса. Анонс на будущее. В следующих видео мы проведем жесткую деконструкцию индустрии красоты. Мы разберем, как биохакинг клеток и правильный гормональный фон навсегда заменяют скальпель хирурга. Дальше будет только жестче. Снимайте розовые очки. Прямо сейчас ваши защитные механизмы психики пытаются обесценить эту информацию. Ваш мозг сопротивляется, потому что правда разрушает вашу зону комфорта. Если вы чувствуете этот когнитивный диссонанс, если заржавевшие шестеренки вашего разума начали скрежетать, значит, матрица дала трещину. Не дайте этому импульсу угаснуть. Прямо сейчас нажмите кнопку подписки на этот канал и поставьте лайк. Это ваш первый осознанный шаг к аппаратному обновлению. Спуститесь в комментарии и напишите, какую самую нелепую NPC-привычку или зависимость вы замечаете в окружающих людях каждый день. Мы читаем все. Докажите алгоритмам, что вы больше не фоновая программа. Вы часто слышите избитую фразу «движение – это жизнь». Но вы понимаете ее в корне неверно. Вам кажется, что если вы суетитесь, стоите в бесконечных пробках, бежите на нелюбимую работу, а на выходных бродите по торговым центрам, вы живете. Нет. Это не движение, это бег крысы в алгоритмическом колесе. Движение – это когда вы проживаете свою жизнь, а не навязанный сценарий. Вы годами жили по принципу «буду жрать дешевую лапшу, спать по 5 часов, работать на износ, но заработаю капитал». Итог абсолютно закономерен. Деньги вы, возможно, заработали, но в процессе вы физически уничтожили свое биологическое железо. Вы убили свой желудок, сожгли свою нервную систему и обрушили свой тестостерон. Вы думаете, что откладываете деньги на жизнь, но работая в состоянии хронического стресса без восстановления биомеханики, вы откладываете не на жизнь. Вы откладываете на лечение своих будущих хронических заболеваний. Вы просто замазываете свой гнилой, разрушающийся быт красивым фасадом для социальных сетей. Человек – самое слабое существо на планете в плане физической силы. Любой хищник сильнее нас. Наше единственное ультимативное оружие – это интеллект. Но если ваш мозг лишен правильного топлива,
Если ваши синапсы работают со задержкой, вы не вытянете эту игру. Невозможно построить империю на руинах собственного здоровья. Пора прекратить действовать вслепую. Современная доказательная медицина диктует новый биостандарт. Вы обязаны собрать свой личный рабочий стек добавок. Прекратите жрать дешевые витамины из супермаркета горстями, надеясь на чудо. Индустрия фармацевтики продает вам мусор с нулевой биодоступностью вроде оксида магния, который просто не усваивается вашим организмом. Это плацебо для бедных. Попытка разогнать свой мозг на копеечных добавках – это буквально смывать свои ресурсы в унитаз. Чтобы выйти из спящего режима, вам нужен системный чит-код. Имя этого кода – магний L-трионат. В отличие от дешевых аналогов, это единственная молекулярная форма, способная пробить гематоэнцефалический барьер, защитную оболочку вашего мозга. Трионат не просто успокаивает нервы. Он аппаратно, на физическом уровне, выращивает новые синапсы. Он повышает плотность нейронных связей в префронтальной коре и гиппокампе. Это прямое возвращение вашей утраченной нейропластичности. Это способность снова обучаться, фокусироваться и генерировать бесперебойный, направленный поток энергии. Это не стимулятор, который выжмет ваши надпочечники и бросит вас в яму. Это фундаментальная перепрошивка вашего биологического процессора. Но магний – это только фундамент. В наших следующих закрытых разборах мы выдадим полный протокол сборки рабочего стека нейромодуляторов, от ежевика гребенчатого до правильных форм креатина для мозга. Мы научим вас читать свои анализы, чтобы вы знали свой реальный биологический возраст. Готовьтесь к полной трансформации. Система годами продавала вам культ абсолютного комфорта. Индустрия мягкого коучинга внушает вам с экранов: дышите, найдите баланс, избегайте стресса. Принимайте себя таким, какой вы есть. Запомните раз и навсегда: абсолютный покой – это питательная среда для ментальной плесени. Осознанность без жесткой дисциплины – это просто жалкая форма эскапизма. Вы идете в тихую комнату, садитесь в позу лотоса, и для вашего перегруженного городского мозга наступает шок. Вы называете это духовным просветлением, но это просто реакция сломанного, выгоревшего алгоритма на непривычную тишину. Вы не можете найти мотивацию, потому что ваш мозг физически атрофировался внутри этой удобной цифровой клетки. Мотивации в чистом виде не существует. Существует только дисциплина. А дисциплина рождается исключительно в преодолении. Свобода воли появляется только в ту секунду, когда вы делаете шаг навстречу дискомфорту. Скрежет заржавевших шестеренок вашего разума начинается только там, где заканчивается теплая вода. Вам не нужны аффирмации, вам нужен аппаратный шок. Ледяная вода. Запускайте свое утро через Cold Shower Therapy. 3 минуты под ледяной струей вызывают каскадный выброс норадреналина и бета-эндорфинов. Вы физически стимулируете блуждающий нерв, перезагружаете лимбическую систему и гасите внутреннее воспаление. Это не просто закаливание. Это акт абсолютного подчинения биологической оболочки вашей воли. Вы уничтожаете свое внутреннее сопротивление в первые же секунды дня. Вы доказываете системе, что вы больше не подчиняетесь слабости. Давайте подведем итог. Пока вы живете по чужим лекалам, вы остаетесь фоновой декорацией. Вы можете пытаться замазать свой разрушающийся быт красивым фасадом в социальных сетях, но реальность не обмануть. Чтобы стать когнитивным атлетом, вы обязаны провести полную детоксикацию. Выбросьте из своей жизни дешевые источники дофамина. Освободите емкость своих рецепторов. Перестаньте жрать пищевой мусор, который делает вас слабым. Соберите свой рабочий стек нейромодуляторов. Используйте магний L-трионат, чтобы пробить барьеры мозга и заново отрастить мертвые синапсы. Запустите свое тело через холод и боль.
Верните себе способность желать по-настоящему, как в детстве. Хватит оправдывать свою стагнацию мыслью. «Ну, я ведь не один такой, все так живут». Это мантра абсолютных неудачников. Да, 95% людей вокруг вас так и останутся спать в своих бетонных коконах. Они продолжат носить инфантильные футболки, пить суррогат по пятницам и ждать, когда кто-то сделает их счастливыми. Они навсегда останутся удобными, бракованными шестеренками. Но вы не обязаны быть одним из них. Общество может сколько угодно программировать матрицу и выравнивать алгоритмы. Но вы — системный сбой. Вы — вирус, который взламывает их предсказуемый код и забирает себе весь свободный опыт. Хватит работать на мусорном коде. Скомпилируйте свои собственные правила. Информационный инжект завершен. Прямо сейчас ваша система перегружена. Чтобы интегрировать этот код, я запускаю аппаратный протокол дефрагментации. Наденьте наушники. Нажмите кнопку подписки и поставьте лайк. Докажите слепым алгоритмам, что вы больше не являетесь удобной фоновой программой. А теперь слушайте ритм. Обдумайте то, что вы сейчас осознали. Скомпилируйте свои собственные правила. Defragmentation protocol.